Друзья, всем привет! Это канал Таниколада, меня зовут Татьяна Колодяжная, и на этом канале мы вместе с вами учимся делать красивые украшения, современную бижутерию, серьги, веточки, украшения для волос, гребни, бутоньерку скоро будем делать, браслет будем делать и много-много всякой разной красоты. В предыдущем видео я вам показала вот такую веточку и сказала, что сегодня мы будем ее делать с небольшими коррективами. Мы будем заменять вот эти вот цветочки на те, которые я научилась делать. Цветочки из полимерной глины. Я выбрала сегодня вот такие розовенькие, потому что я хочу использовать проволочку цвета серебро. И с серебром очень классно сочетается вот такой цвет. Собственно, также нам понадобятся листики. Хоть эта веточка, ну, как всегда у нас, все что-то меняется, какие-то добавляются новые элементы, или мы что-то чуть-чуть меняем, так вот всегда получается. Форма будет примерно такая же. Собственно, когда я говорю, что мы будем повторять украшения, здесь скорее будет речь о большинстве элементов, то есть, например, листики, цветочки и форма. Форма здесь идет вот так. Такая извилистая, красивая веточка. Вот так она идет. Давайте я вам ее покажу. Да, все мои украшения, которые готовы, хранятся отдельно вот в таких пакетиках, чтобы они друг с другом не соприкасались, чтобы фурнитура сохраняла свой цвет, мало ли какие будут металлы в других украшениях. Вот такие сережки я делала к этой веточке. И, собственно, сама веточка. Вот ее форма. Будем сейчас учиться визуально понимать построение украшения. Вот вы видите сейчас веточку, да? Обычно я начинаю вот как-то... Вот это всегда у меня конец. У веточки может быть два ушка, например, где-то здесь еще. Его можно также спрятать, если вам не нравится, как он выглядит вот здесь. Можно его спрятать и сделать петельку где-то здесь. Здесь у меня идет двойная проволочка, потому что все-таки листики, они потяжелее, чем просто маленькие бусинки. В случае, если будет недостаточно крепления вот на это одно ушко, можно продеть невидимку где-то вот здесь. Но здесь уже больше элементов, да, скорее где-то вот здесь продеть невидимку и закрепить к волосам. И, собственно, о форме. Форма нашего украшения. Вот у нас идет основа. Также здесь идут отростки веточки красивые вот такие. Сюда листочки, сюда листочки, сюда листочки. Бусинки. И по основе у нас идут цветочки. Когда мы будем делать, мы пойдем вот с этого края. Листочек, листочек, листочек. Следующий элемент у нас первый цветочек, потом бусинки, бусинки, листики. Я подсматриваю, что там шло следующим. Цветочек, потом листик. И вот так чередуем. Я обычно вот таким образом креплю разные элементы к украшению, поэтому, в принципе, построение моих украшений понять, наверное, не очень сложно, но в любом случае я вам покажу, как это делается. Сегодня мы заменим вот такие листики на вот такие. По-моему, они будут классно сочетаться с цветочками. Собственно, вот эти цветочки мы будем менять на полимерные, розовенькие. Если у вас нет вот таких цветочков, точнее, вот таких, или таких, или таких, или даже, например, вот таких, если у вас всего этого нет, вы можете заменить, например, на какие-то большие красивые бусинки, или, может быть, у вас есть стразы красивые, блестящие. Это все будет тоже хорошо смотреться. Не переживайте, если у вас чего-то нет. И вообще давайте возьмем за правило. Когда я делаю свои украшения в мастер-классах, вы повторяете их вместе со мной. Но если у вас каких-то элементов нет, абсолютно ничего страшного в этом также нет. Вы просто делаете украшения той же формы, например, но из тех цветов, из тех бусин и листочков и прочих элементов, которые есть у вас. Это абсолютно не значит, что вы должны как-то повторить в точности. Если у вас есть такие же все элементы, ну классно, давайте сделаем очень похожее. В любом случае оно будет ваше, оно будет чуточку другим, потому что и качество плетения у вас может быть другим, и, может быть, вы какие-то элементы новые дополните, поэтому давайте просто возьмем за правило, что вы делаете из тех элементов, которые у вас есть, но тоже пробуйте повторить, потому что помимо самого украшения, во всех своих мастер-классах я вам пытаюсь донести технику. Может быть, в каких-то других видео вы видите, что там вам объясняют, как сделать конкретно вот это украшение, да? Чаще всего такое встречается. Я пару видео видела, поэтому сужу по своему опыту.
Я же вам пытаюсь донести, что вы можете сделать, сохранить примерно такую же форму, но использовать свои элементы, и в любом случае у вас получится какое-то интересное украшение. Так что не переживайте, если у вас чего-то нет. Я пока еще даже не знаю, импровизация, как всегда. Я достала несколько бусин, цветочки. Я на всякий случай для себя делала здесь такие ножки подлиннее. Если они будут мне лишними, я их просто ножничками отрежу. Очень плотненькая получилась полимерная глина, цветочки. И если я отрежу кусочек вот этой ножки, ничего страшного не произойдет, ничего не сломается, поэтому за это я не переживаю. Бусинки взяла бриолетовые, иногда спрашиваете размер. У меня бриолеты все 6 на 12 миллиметров. Ой, убежал. Но ничего страшного. Какие-то из этих бусинок, вот такие, например, может быть, где-то вот такие буду использовать. Также есть здесь вот прозрачненькие, такие же, как вот эти. И там еще что-то есть. Фирма, кстати, неплохая. Заказываю вот такие бусинки на AliExpress. Адекватные цены более-менее. Ну, маленькие бусины, они всегда дороже, потому что технология их изготовления такая более сложная. Но мне просто очень нравятся всякие маленькие предметы. И всю жизнь коллекционирую какие-нибудь супер маленькие штучки. Мне очень нравится. Поэтому и бусинки маленькие. Фирму рекомендую. Можете найти у разных продавцов вот в таких пакетиках. Смотрите отзывы покупателей. Обязательно найдете, потому что это такая нередкая фирма. Много-много бусинок у них. Они очень хорошие. Остается, наверное, проволока. Ну, о проволоке я сделаю скоро отдельное видео. Я знаю, что все его очень ждут. И хочу сказать, что эта проволока очень хорошая, недорогая. Заказываю я ее тоже на AliExpress. Я ее очень долго искала. Очень-очень много потратила времени, сил и денег в том числе, пока покупала не ту проволоку, не такую, какая мне нужна. Она очень мягкая, цвет у нее серебро. Я очень пыталась выяснить ее состав, так как мы все-таки из Китая заказываем, но это очень тяжело. Я связалась с продавцом, они сказали, что мы не знаем, надо с производителем, кто производитель, там, в общем, с китайцами вообще разговоры очень тяжелые. Но точно хочу сказать, что проволока качественная, потому что она такая очень мягенькая, очень удобно из нее плести. У нее классный цвет, она светлая, она блестит. Я просто не знаю, чем она покрыта. Возможно, кстати, она ювелирная. Я покупаю маленькие катушки, потому что больших у этого производителя просто нет, к сожалению. Вот. Но за время опыта использования вот этой проволоки хочу сказать, что у меня не потемнело ни одно украшение. Была какая-то одна партия, которая слегка пожелтела, вот прям чуть-чуть. И все. Вот один раз, наверное, такая катушка попалась. В целом мне безумно нравится эта проволока. Я прям большой моток бы купила, но, к сожалению, нет, не могу найти. Поэтому заказала большой моток другого производителя. Попробуем. Говорят, что вроде как они могут быть похожи, вот эти вот проволочки. А может, это и вообще один производитель, кто знает, названия просто разные. Итак, бусинки мы знаем, какие нам понадобятся, форму мы знаем, которую мы будем делать. И, собственно, берем проволоку. Проволочку я возьму, наверное, где-то сантиметров 50 в сложенном пополам состоянии, то есть это метр. И таких проволочек нам понадобится 2, потому что листочки все-таки металл, плюс цветочки, которые тоже довольно-таки увесистые чуть-чуть. Ну, они, конечно, легкие, но для одной проволоки толщиной 0,3 мм, которую я всегда использую, этого будет маловато. Поэтому вот я отрезала второй кусочек проволоки. Я надеюсь, новый формат вам удобен, когда я как бы от первого лица. Видите, я вот... Мне даже плести, честно говоря, не очень удобно, потому что я не вижу свои руки, я вижу их только через телефон. Но я стараюсь для вас, поэтому я очень надеюсь, что вы оцените мои труды и поставите лайк этому видео, потому что я очень стараюсь, а вам поставить лайк ничего не стоит. Это буквально 1 секундочка. Сейчас я примерно найду центр каждой проволочки, соединю их. У меня тут коты пришли, они, конечно же, будут мне помогать. Если что, я буду их отпугивать. Так, я нашла примерно серединку моих проволочек, складываю пополам. И сейчас мы будем с вами разбираться с листочками. Итак, листочки вот такие будем использовать. И, как вы поняли, я буду их использовать по одной штучке. То есть вот их просто мы будем отрезать. Вот такие листочки в таком виде, они продаются также на AliExpress. А можете заказать... Ага, вот у меня и кошка прибежала. Сейчас, секундочку. Ты что здесь забыла? Пончик, синабончик. Что ты тут забыла? Тебе интересно? Ты проволоку хочешь погрызть? Бось, давай ты не будешь мне мешать, пожалуйста. Все, давай ты пойдешь погуляешь чуть-чуть. Так, друзья, я возвращаюсь. Сейчас, секундочку. Техническая секундочка. Ну, Пончик. Да, у меня кошка, ее зовут Пончик. Понча. Отходи отсюда, убирай свои чудесные пушки.
Продаются они вот такими по 2 штучки, конкретно такие листочки. Вы можете их найти на разных сайтах, например, на LifeMaster, ярмарка мастеров, она же, может быть, еще где-то, но я покупаю их на AliExpress, потому что все у нас из Китая. Давайте будем честными, все заказывается из Китая, также доставляется и продается здесь. Поэтому разницы никакой, а из Китая месяц подождать, но цена дешевле. По одной штучке, как мы делаем? Вот так под колечком. Я просто ножничками отрезаю, и все. Точно так же вот здесь. Все, вот это колечко мы просто выкидываем, убираем его подальше. Таких листочков нам понадобится, я даже не знаю сколько штук, давайте посчитаем. 12. Почему я отрезаю с хвостиком, для тех, кто не знает, потому что этот хвостик мы потом будем заворачивать и за него, собственно, и крепить проволоку. Способы крепления листочков я делала отдельное видео для тех, кто не смотрел, пожалуйста, если вам нужна эта информация, если вы хотите плести веточки с листочками, обязательно посмотрите, там много полезной информации, разные виды листочков. Эта информация может вам быть очень-очень полезна. Если у вас будут какие-то еще способы удобного крепления листочков, надежного крепления, чтобы они не болтались, чтобы они как-то там не тряслись, то поделитесь, пожалуйста, мнением своим в комментариях, мне будет очень интересно. Возможно, ваш способ я тоже буду потом использовать. Пока я с вами разговариваю, честно говоря, я не считаю листочки, но если мне будет нужно, я отрежу еще. Это мы убираем. И как я уже говорила про листочки, вот, например, эти, они все одинаковые. У них нет какого-то специфического направления. А вот эти листочки имеют направление. Они, сейчас я надеюсь, я разные взяла. Да, видите? Они смотрят в разные стороны. И в построении своих украшений мне очень нравится такой прием, когда разные веточки или листочки смотрят в разные стороны. Как-то вот это красиво, так гармонично. А если я, например, сейчас покажу вам другой способ, когда они будут смотреть друг на друга. Иногда это, конечно, я тоже могу так где-то использовать, но как-то не очень. Как будто что-то такое закрытое, видите? Вот так. Мне не очень нравится. Поэтому я обычно вот в таком положении. Оно какое-то все как будто смотрит в разные стороны гармоничненько. И мне очень нравится. Так что мы будем делать сегодня именно так. Нам понадобятся также плоскогубчики для того, чтобы заворачивать вот эти хвостики и поджимать проволоку. Я заворачиваю вовнутрь, на изнаночную сторону. Это лицевая, это изнаночная сторона листика. Заворачиваем. И я поджимаю наш хвостик, но не до конца, чтобы туда можно было вдеть проволоку. Берем наши проволочки. 0,3 у меня толщина, повторюсь. И чтобы все было крепенько и хорошо, я просто складываю их в 2 проволочки. Кстати говоря, недавно у меня был вопрос в комментариях по поводу того, как понять, как проволоку использовать, 1 или 2. Все очень просто. Я обычно использую проволоку толщиной 0,3 мм. Для того, чтобы украшение хорошо держалось, чтобы основание было плотненьким, как вот здесь, я использую в 2 проволочки. Просто для того, чтобы украшение было крепким, чтобы вот оно не болталось и хорошо держалось. Вы скажете, например, что можно взять просто проволоку 0,4 или 0,5 мм, то есть потолще, и просто в одну вот так вот использовать. Да, этот способ вполне реалистичен, вы можете так делать, если хотите, но смотрите, в чем разница. Когда вы плетете толстой проволокой, у вас и основание толстое, и вот эти штучки толстые, веточки, которые отходят у вас от основания. А когда я плету, складывая в 2 проволочки, у меня основание идет толстенькое, и я его при желании просто закрою, его как бы будет не очень видно. При этом нужно еще красиво его делать и правильно, чтобы оно и не сломалось, и выглядело эстетично. Здесь у меня идут отростки такие к бусинкам, видите, они тоньше. И так смотрится как-то легче украшение. Оно такое, ну, легкое, в общем, визуально оно легкое. Поэтому такой способ мне более симпатичен. И я поэтому плету в 2 проволоки, а не одной толстенькой, такой 0,4-0,5 мм. Вы можете делать как хотите, опять же повторюсь. Можно делать украшение и в одну проволоку 0,3 мм вполне, но если, например, она состоит из каких-то бусинок, простых, небольших, легких, если она коротенькая и состоит из маленьких каких-то бусинок. В общем, если она выдерживает вес вот этих бусинок, вы просто предполагаете заранее, как оно будет провисать, не будет, и используйте проволоку в том количестве, в котором она будет держаться. Крепим на проволочку наш листочек. И теперь
Я его прям вот так оттягиваю вниз, чтобы у меня внизу вот этого крепления находилась проволочка. И зажимаю, вот видите, я, так как я сделала, чтобы вам в первую очередь было видно, а не мне, поставила камеру прям вот к плетению своему, у меня иногда слетает проволока, потому что мне просто не видно. Вот таким образом, чуть-чуть поджимаем, не передавливайте, потому что проволоку сломать можно. Дальше. Вот у нас 2 хвостика проволоки, каждый из которых состоит из 2 проволочек. И мы закручиваем листочек как бусинку. Правильно натягиваем, чтобы у нас была ровная скрутка и чтобы она держалась хорошо. Отступим побольше расстояния, потому что листики объемные, каждому нужно свое место. Так как у нас в 2 проволочки, здесь в целом хорошее скручивание, так как я вам сейчас очень близко подставляю прямо к камере, вы это все близко видите, а издалека вот оно все очень даже. Сложно в 2 проволоки, точнее в 4 получается, сделать прям идеально ровно, но будем стараться, есть куда стремиться. Следующий наш элемент — это следующий листик. Мы его уже подогнули, я его креплю, отступаю расстояние, где он у меня будет находиться, примерно вот так я хочу. Подворачиваю проволочку, чтобы он уже никуда дальше не уехал. И поджимаю хвостик листочка. Теперь также закручиваем проволочки. С хорошей натяжкой это обязательно. Вот, видите, листочки у меня не прогибаются, не болтаются, они абсолютно крепко сидят. Чтобы вот здесь не было просвета, я очень-очень близко и сильно вот так вот подтягиваю первую скруточку, а дальше просто хорошо натягиваю. Кончик, тебе опять нужна проволока, она мне тоже нужна. Пожалуйста, не мешай мне. Так, вот что у нас получается. Следующим элементом у нас будет, что у нас там будет? Цветочек, по идее. Да, значит, мы начнем крепить цветочки. Я начинаю, чтобы наша композиция смотрелась аккуратно и естественно, начинаю с более мелких цветочков. Это вот один из наиболее таких маленьких. И так как нам надо будет его близко посадить к проволоке, чтобы оно не выпирало, никуда там как-то не болталось, я обрежу немножко лишний хвостик. Вот так, видите? И ничего не случилось. Вот у меня отрезанный элемент. Это ничего страшного, это видно не будет. И вот таким образом мы здесь закрепим цветочек. Кстати говоря, здесь как будто бы вот чуть-чуть чего-то не хватает. Давайте сюда добавим... у нас здесь будет листочек, точно. Давайте сразу его закрепим, чтобы у нас было вообще все хорошо. Мне нравится, как он вот здесь располагается, но... Чтобы он здесь располагался, нам нужно будет еще же расстояние отмерить, и он будет уже выше. Поэтому мы просто еще чуть-чуть подкрутим проволоку. Раза 4 примерно. Ну куда ты опять? Ты же сейчас свалишься, маленький глупыш. Берем листочек очередной и подгибаем хвостик. Но, повторюсь, не до конца, потому что нам надо проволоку туда вставить. Надеюсь, вы это запомнили, я больше повторяться по этому поводу не буду. Крепим листочек, отмеряем расстояние, где он будет располагаться. Вот так, чтобы у нас здесь визуально не было никакой дырки. Все на своих местах. Подворачиваем проволочку и аккуратненько ее зажимаем. Не пережимаем. Все хорошо село и закручиваем листочек. Помним про лицевую и изнаночную сторону, как листиков, так и бусинок, чтобы украшение у нас смотрелось очень-очень хорошо. Я сделала еще 2 оборотика, просто чтобы закрепить наш листочек. Вот что у нас с вами получается. И следующий у нас будет цветочек. Как раз таки тот самый акцент, который нам нужен в нашем украшении. Изгибы мы добавим, и здесь у нас не будет точно уже никаких пробелов, все будет на своих местах. Вот здесь у нас будет находиться где-то листочек, цветочек, заговорилась уже. И каким образом мы будем его крепить. Итак, для удобства нашего крепления возьмем бисер. Я достала белый, хорошо будет сочетаться по цвету. Что мы дальше делаем? Через 2 проволочки, наверное. Даже можно, кстати, через одну все-таки. Листочек не такой уж тяжелый, чтобы у нас не было. Давайте через одну сделаем. На
длинный конец, берем наиболее длинный конец проволоки, нанизываем бисеринку первой, затем нанизываем наш цветочек, и вместо вот этого такого матового беленького биконуса я решила взять такие же, только прозрачные, хрустальные. Они очень будут хорошо блестеть. Вот несколько штучек достанем и продеваем проволочку в эту бусинку. Дальше, да, кстати, очень классно сразу, прям вот нежно смотрится. Теперь продеваем эту проволочку в цветочек, но не через бисеринку. Это очень важно, иначе в бисеринке смысла не будет никакого. Я прям вот низко веду проволочку, чтобы она у нас прям села в самый такой цветочек, чтобы сел прям к основанию. И начинаю прокручивать проволочку. Вы этого не увидите, оно все в цветочке. И когда мы доходим до бисеринки, мы через бисеринку, мы не продевали туда проволоку, просто сверху вот так ее закручиваем. Не хочет. Очень близко прям к основанию посадила, но ничего страшного, я сейчас справлюсь. Я вот так обмотаю, и все. И вот у нас сидит цветочек, и он уже болтаться не будет. Я совмещу сейчас сразу два конца проволоки, чтобы зафиксировать цветок. Все. Он сидит очень крепко и не, видите, не крутится, не болтается, и все хорошо сидит крепко. Вот таким образом, и для этого нужна бисеринка, просто чтобы она зафиксировала проволоку, чтобы ничего не крутилось. Дальше у нас какой идет элемент? Дальше у нас идут вот эти вот бусинки. Они, кстати, да, очень здесь уже нужны. И здесь у нас вот такие бусинки, просто такие рандели маленькие, кругленькие. А я хочу использовать, сейчас покажу вам, хрустальные вот такие как бы небольшие капельки. Они прям совсем маленькие, где-то до 4 миллиметров, вот такие малюсенькие. Они тоже легкие, поэтому я опять же буду использовать один хвостик проволоки, остальные для удобства сейчас прямо вот так уберу. И здесь нам надо будет две бусинки такие. Нанизываем. Отмеряем расстояние, где я хочу, чтобы оно все было. Вот хочу, чтобы вот выглядывало сильно. Вот, ну вот так где-то. Подворачиваю проволочку. Зажимаю все хорошо пальчиками. Фиксирую под бусинкой, чтобы дальше можно было хорошо скручивать. И с натяжкой, прям с усилием, я закручиваю проволочку, чтобы все наши стежки ложились очень ровненько, один к одному. Это придаст прочности нашему украшению, это очень-очень важно. А так бусинка, видите, она у нас очень крепко сидит, и здесь у нас ничего потом не сломается. Именно за счет того, что у нас было все скручено с хорошей натяжкой. Я подкручу еще немножко, и давайте будем крепить здесь вторую такую бусинку. Итак, нанизали. Я чуть-чуть ее сделаю короче, опять подворачиваю, опять все крепко держу. Держу уже вот здесь за основание, чтобы у нас проволока хорошо была зафиксирована. Довожу вот до этой точки. И дальше у нас уже идет общее основание. И я его докручиваю. Обязательно докручивать прям вот до этого главного основания, чтобы здесь никаких у нас просветов не оставалось. И если вы оставите там просвет, у вас потом в этом месте сломается украшение. Итак, я чуть-чуть вот так расправляю. И вот так у нас будут такие торчащие бусинки. Если вы хотите дополнить бусинки еще куда-то, или, например, сделать здесь третью, пожалуйста. Но я этого делать не буду, потому что, видите, здесь у нас будет идти листик, и он будет как раз в этом месте находиться. Поэтому здесь не до бусинки, так сказать. И таким образом, точно так же, как все эти элементы, я вам показала уже все элементы, которые здесь я, вероятно, буду использовать. Не знаю, вот очень хочется добавить бриолет куда-то. Но как крепить бриолеты, вы уже тоже знаете. Кстати, здесь бы он смотрелся очень здорово, но здесь у нас будет листочек. Посмотрим, может быть, и не будем его использовать. И, в общем, если мы повторяем просто форму вот этого украшения, то как крепятся все элементы, я вам показала, и дальше просто мы соблюдаем как бы направление формы.
Обязательно помните про лицевую и изнаночную стороны. Здесь подворачиваем, переворачиваем бусинки, если они у вас с проволочкой. Задаем направление нашим бусинкам. Мне нравится, что здесь более длинная, она как бы пониже, а короткая повыше. Как-то это вот гармоничненько и дополняет эти листочки и задает какое-то направление вот этими большими бусинками. И следующее мы делаем 2 листочка в это направление. Я чуть-чуть откручиваю проволоку. Берем 2 хвостика проволоки, потому что металл, потому что листочки, они, конечно, легкие, но все-таки, чтобы они были хорошо зафиксированы, мы будем использовать двойную проволочку. Итак, берем листочки и смотрим на наше направление. То есть этот у нас смотрит вниз, этот в другую сторону, значит мы будем использовать вот такие листики. Первым будет длинный. Подворачиваем его хвостик. И поехали дальше. Я отмеряю расстояние подлиннее, потому что они у нас, на них должен быть акцент. Видите, как выпирает этот листик? Соответственно, его надо посильнее вот прямо отдалить. Вот на такое, например, расстояние. Как вы видите, я сейчас закрепила листочки, они у меня смотрят разными сторонами. Этот лицевой, этот изнаночный. Но пока еще я их кручу, это не принципиально. Я потом все переверну. Мне сейчас главное их крепко закрепить сначала. Вот, видите, я перевернула. И у меня они уже смотрят в одну сторону. Дальше общее основание. Я все аккуратненько, без просветов закручиваю. Стараемся. И вот, листочки пришли в положение, в котором они должны находиться. Придаю форму сразу, чтобы наглядно видеть, что куда смотрит. Вот так. И следующий элемент у нас цветочек. Но мы, наверное, давайте сделаем сначала листик в эту сторону, подкрутим, чтобы у наших цветочков, так как здесь маленькие, и расстояние между ними не такое близкое получается, а здесь листочки побольше, цветочки побольше, поэтому я немного откручу, я сначала сделаю вот этот листик, а потом уже вот этот цветочек, чтобы они у нас друг друга не давили. Листочек наш должен смотреть в эту сторону, значит, он должен быть вот такой. Если вы используете сейчас точно такие же листочки, как и я. Вот такой. Видите, насколько выпирает мой хвостик? Я специально, повторюсь, оставила их большими на всякий случай. Может быть, для некоторых украшений это будет важно. Здесь нам важно посадить цветочек прямо на веточку. И у нас лишняя такая ножка. Но это ничего страшного, мы просто берем и ножничками так аккуратно обрезаем. Нам важно сейчас, чтобы наш цветочек находился ближе к вот этим листикам, то есть в левую сторону. Значит, мы не будем сажать его вот на основание, а сделаем для него вот такой небольшой отросточек, чтобы посадить этот цветочек левее. То есть как бы мы крепили бусинку, только туда мы будем крепить цветочек. Я беру одну проволочку, бисеринку, помним для чего. И креплю, нанизываю пока что сюда цветочек и бусинку. А теперь отмеряю расстояние. Вот где-то вот так. Видите, чтобы он у нас сюда вот пошел. Я там подворачиваю, зажимаю, чтобы вот мне было понятно и не потерялось это расстояние. Пронизываю проволоку в цветочек, но не в бисер. Закрепляем таким образом, чтобы вот эта бусинка немного стянулась. Оттягиваю ее подальше.
Смотрите, чтобы вот эта бусинка у вас, которая находится в цветочке, смотрела на нас ребром, на котором нет проволоки. Вся проволока у нас внизу. Бывает, что... Сейчас я попробую вытянуть ее. Оставляют таким образом, что сбоку вот так вот бусинка расположена под углом 90 градусов. И видите, сбоку торчит проволока. Не очень это красиво. Давайте сделаем, чтобы проволока была прям внизу. Мы ее не видим. То, что вот здесь вы видите, это потому что очень близко я к камере. И это боковинка, которую не будет видно. И начинаем закручивать. Можно пока не фиксировать, даже не держать бисер. Сейчас мы сначала закрутим внутри цветочка. Вот, мы дошли уже. А теперь проходим мимо бисера и закручиваем дальше. Крепко закручиваем. И вот таким образом цветочек у нас крепко зафиксирован и расположен ближе к листочку. Левее от основания. Соединяю два хвостика основания крепко с натяжкой и кручу дальше. Смотрите, я сейчас начинаю плести вот эти 3 бусинки и беру для них наиболее длинный конец проволоки, один, потому что бусинки у меня легкие. Но начинаю я плести их вот отсюда, если вы вот так посмотрите, прям в конце листочка, чтобы лепесточка этого цветка, чтобы было не видно это основание. Оно нам не нужно. Нам важны бусинки, которые будут вот отсюда выглядывать. Едем дальше. Следующий элемент, очередной цветочек, но так как здесь маленькие цветочки, я повторюсь, а здесь большие, мы давайте сделаем пока следующий элемент. То есть здесь у нас вот бусинка торчит. Давайте в эту сторону сделаем бусинку. Берем наиболее длинный конец, одну проволоку и бусинку. Делаем выглядывающую бусинку чуть длиннее. Можно сделать 2. Давайте сделаем 2. Обязательно переворачиваем изнаночную сторону и лицевую соблюдаем. Переворачиваем бусинку, если здесь есть проволока на лицевой стороне. Убираем ее наизнанку. И по идее следующий элемент у нас листочек. Вот давайте его как раз сделаем, а потом на листочке мы сделаем вот этот 3-й цветочек. Я отмеряю расстояние чуть дальше, несмотря на то, что он будет один, потому что у нас большой объемный цветочек. Если у вас цветочек поменьше, вы можете его посадить ближе к основанию. И теперь мы выбираем цветочек. Я возьму цветочек поменьше, потому что у нас вот этот был, ну, как бы большой такой, а этот будет средненький относительно вот этих двух. Сейчас мы посмотрим, может еще есть какой-то поменьше. Да, вот этот, наверное, мы даже возьмем следующим. Возьмем маленький сюда. Для такого гармоничного вида украшения. Отрежем немного опять ножку длинную. И дальше все как полагается, как вы уже знаете. Наиболее длинный конец. Сначала бисер. Потом цветочек, потом бусинка. Отступаем чуть-чуть для того, чтобы нам закрутить потом основание. Так, вот эта проволока нам мешает.
И продеваем проволоку обратно в цветочек, но не в бисер. Я часто слышу фразу в комментариях и в Инстаграме бывает, что выглядит это все очень легко, как написала мне когда-то одна дама, она как-то очень грубо потребовала, чтобы я рассказала ей, где купить всякие разные элементы, но при этом сказала, что ой, да плести это типа фигня, вы мне лучше расскажите, где купить то-то, то-то, короче. Вот. Так люди думают, наверное, до того раза, пока не начнут плести сами. Чтобы хорошо плести, нужно потратить очень-очень много времени, чтобы научиться это делать. Если вам дано и вы супер талантливы, это очень круто. Но в основном нужно потратить много времени и сил, чтобы научиться это делать. А когда вы со стороны смотрите и кажется, что неважно, чем человек занимается, делает украшения, там, рисует картины, что-то еще делает, все что угодно. Если вам кажется, что человек как бы визуально это выглядит так, как будто бы это что-то очень-очень легкое, то, скорее всего, просто перед вами мастер, который действительно хорошо делает свою работу. Я почему-то сразу мне на ум приходит какое-то там коротенькое видео из Инстаграма, Reels. За 5 минут 10 тысяч просит. За то, что он поковырялся чуть-чуть. Ну, а работу сделал? Ну, вроде как сделал, и чё? Ну, а что тебя не устраивает? Ну, как бы дорого. 10 тысяч за 5 минут. За что? Слушай, этот мастер 15 лет учился и практиковался, чтобы сделать тебе работу за 5 минут. Ты ему за 15 лет платишь, а не за 5 минут. Понятно, что это просто подставлена аудиодорожка, возможно, там сама история конкретно у этой девушки чуть-чуть другая, но вот мне на ум сразу всплывает вот это видео, которое подтверждает, что нужно учиться чему-то долго. И, пожалуйста, не обесценивайте ручной труд. Это дорогого стоит на самом деле, чтобы все хорошо научиться делать. Вы сами на своем примере сейчас, когда вы делаете работу, возможно, у вас не совсем так же получилось, как у меня. Возможно, где-то у вас кривовата проволока, где-то еще что-то. Это просто путь, начало пути, когда вы только учитесь. Но позже у вас будет получаться все легко и быстро, и классно, и красиво. Теперь следующие наши элементы — это вот эти листики, которые будут у нас как вот эти выглядывать в эту сторону и смотреть как бы наверх носиком вот к этому листочку. Немного отступаем расстояние, чтобы нашим листикам было не тесно. Тем более их будет 2. Вот, я отступила расстояние. Теперь берем листочки, которые у нас смотрят в разные стороны. Нам нужен будет первый, который будет смотреть носиком вот к этому. И второй от него идущий, который будет смотреть, наоборот, в другую сторону. Ну, вот так примерно на расстоянии. Соскочил. Ничего страшного. Как на крючочек цепляем и зажимаем. Не передавите. И дальше, как бусинку, аккуратненько, с хорошей натяжкой закручиваем. Оставляем расстояние, чтобы закрутить наш следующий листочек. Цепляем его. Мы уже загнули здесь хвостик. Вот так примерно это будет выглядеть. Зажимаю проволочку и закручиваю. Теперь я выравниваю. И здесь у нас прям вот просятся бусинки. Давайте здесь добавим вот таких бусинок, чтобы они смотрели одна куда-нибудь вот сюда, вторая примерно на основании. Может быть, одну даже вот сюда направим, маленькую. Выпрямляю бусинки, задаю им направление, которое мне нужно. Следующие 3 бусинки получается.
Но мы уже одну сюда добавили. Давайте берем один наиболее длинный конец. Дальше сделаем сюда еще 2 длинненькие бусинки. Веточки с бусинками. Относительно длинные. Вот так. И закрутим их аккуратненько. Вот что у нас получилось. Смотрите. Задаем направление нашим веточкам с бусинками. И смотрите, как красиво получилось. Вообще, по-моему, здорово. Теперь подкручиваем основание. Плотненько, без просветов. Если вы будете оставлять просветы это такие дырочки вот здесь в соединении между основанием и дополнительными веточками, из-за них потом в этом месте у вас просто может сломаться украшение. А если даже не сломается, то оно будет там провисать, потому что когда оно все крепко скручено, оно и держится, понимаете? Вот. А если этого не делать, то оно будет прям все такое рыхлое и провисать прям в разных местах будет очень неприятно, некрасиво. Дальше, следующий элемент. Здесь у нас уже листочек. Ну, мы будем по ходу вносить коррективы, как всегда. Что у нас следующее? Значит, поэтому смотрим по вот этому украшению. Здесь у нас всего 5 цветочков. Здесь мы закрепили 3, но у нас уже скоро закончится наше украшение. Поэтому сюда мы сейчас налепим уже 4. Возможно, он будет последний. Мы будем смотреть по внешнему виду, насколько это будет гармонично. Одну проволочку берем, наиболее длинный конец, берем бисер. Все уже традиционно. Бисер. Потом возьмем побольше цветочек. Вот этот вот, который до этого мы брали. Опять отрезаем длинную ножку. Хоп. Отрезали. Нанизываем цветочек. И берем нашу вот такую бусинку. Цветочек у нас будет, можно сказать, на основании, поэтому никуда в сторону нам ввести его не надо. У меня тут проволочка мешается, я ее убираю. Вот так он будет располагаться, прямо на основании. Никуда в сторону не отводим, просто через цветочек, но не через бисер. Как вы уже поняли, это важно. Видите, вот оно сейчас провернулась, проволока, и у меня проволочка вот здесь сбоку. Не надо так оставлять, мы берем, вытягиваем нашу бусинку. Еще подтягиваем проволочку, насколько нам это удастся. И пытаемся ее поставить таким образом, чтобы она смотрела ребрышком, на котором проволока не видна. А потом просто закручиваем. Крутим, крутим, крутим. Докручиваем вот здесь, где у нас уже бисеринка. Обходим бисер. И крутим дальше. Я ногтем прям поддерживаю бисеринку, потому что она же очень маленькая. Стараемся это сделать как можно плотнее, чтобы было меньше шансов болтаться цветочку. Он, конечно, может так немножко шевелиться, ничего страшного, но, видите, вот так. Но не совсем болтаться в основании. Здесь как бы сверху еще ладно. В основании он должен сидеть крепко. Дальше затягиваем нашу основу всего украшения. Расправляем тут цветочек. Я его прям, знаете, вот держу здесь вот так пальчиком и с этой стороны, я его прям прижимаю. То есть нам не принципиально, что вот здесь у нас внизу прям была бисеринка. Они у меня, видите, прям на бок съезжают, это нормально. Они просто фиксируют, чтобы не болтался цветочек, а по факту как бы бисеринка может быть и сбоку. И мы уже близимся к завершению нашей веточки. Нам осталось закрепить несколько листочков, бусинок и сделать петельку для ушка. Я думаю, здесь будет у нас 4 цветочка, иначе это будет перебор, потому что они большие, видите, как они отличаются. И давайте я буду завершать нашу веточку. Вот этот листочек у нас будет смотреть как бы вот к этому носику. Он будет направлен в эту сторону. Очень длинными мы их делать не будем, так как наше украшение уже завершается. Нам нужно создать такую гармонию. Не так, чтобы на ширине она у нас веточка закончилась, а уже как-то немного сузить. Поэтому расстояние листика от основания будет чуть меньше. И второй листочек мы делаем по направлению в другую сторону. Если опять же у вас такие же листочки. И он у нас чуть-чуть короче получается. На более маленьком расстоянии от основания. Вот таким образом у нас получилось. И мы завязываем. Вот здесь закручиваем остаток вот этого маленького основания, чтобы вот сюда оно у нас совместилось, 2 проволочки, подошло к основанию всего украшения. Закручиваем, расправляем листочки, цветочки, все расправляем. И здесь нам нужен еще один элемент. Очевидно, что здесь
его не хватает. Я думаю, что это будет все-таки еще один листик. Давайте посмотрим, в какую сторону ему лучше смотреть. Приставным способом. Делаем вот так и смотрим. Нормально? Нормально. А если вот так? Мне нравится так больше. Давайте сделаем его вот так. Когда будете отрезать листочки, будьте осторожны с ножницами. При неаккуратных движениях можно порезаться. Плетение украшений тоже бывает травмоопасно. Я резалась много раз. Смотрите, мы будем крепить листочек на таком расстоянии, чтобы вот здесь у нас не было визуально пустоты. Закручиваем его. Ой-ой-ой-ой, у нас уже заканчивается проволока. Если бы нам надо было плести дальше, мы бы смогли заплести еще немножко, ну там парочку бусинок, и нам бы нужно было уже наращивать проволоку. Как это сделать, вы уже знаете из моего первого видео, которое называется «13 фишек плетения». Или не начинайте плетение, пока не посмотрите это видео. Там действительно очень много важной информации, поэтому если вы его не видели, пожалуйста, посмотрите и оцените, напишите комментарий. Мне будет понятно, какие, может быть, чем-то дополнить, какие вопросы у вас. Это, в общем, ваша обратная связь на самом деле очень-очень полезна, как минимум для того, чтобы я знала, какой контент снимать для вас, что вам непонятно и что вам нового рассказать. Вот смотрите, нам осталось сделать только ушко, в которое мы будем продевать невидимку. Мы должны предусмотреть петельку для крепления. Я немножечко подплетаю, чтобы была прочность. Заворачиваю на бок, закручиваем эту петельку. Вот так. Когда мы вот так смотрим, ее не видно. Она у нас есть. Очень классный способ. Мне нравится. И вот так вот фиксируем пальчиком, как вам удобно, держите, и обматываем основание. Пару раз, потому что здесь 4 проволоки, они такие толстенькие, будут смотреться как-то вычурно, если их намотать, поэтому пару раз обмотали, хорошо поджали плоскогубцами, и будет очень хорошо все держаться, не переживайте. Наматывать можно рядом, то есть, смотрите, сделали первый моточек, и второй не на него, а рядышком, чтобы тут такой блямбы не было. Для удобства я сейчас прям зажму это плоскогубцами, буду держать не пальцем, а плоскогубцами, и постараюсь уложить вот эти вот новый виточек рядышком. Они у меня лежат рядом. Я сейчас еще зажму проволоку плоскогубцами, а хвостики лишние мы просто отрезаем. И отрезаем мы так их, чтобы они у нас были где-нибудь вот здесь сбоку, но не внизу. Почему? Потому что, когда это будет крепиться к волосам, если где-то вылезут, даже если вы хорошо зажмете, если вылезут вот эти вот хвостики, которые мы сейчас обрежем, и они будут внизу, они продерут все волосы. Никому это не надо, поэтому повыше. Вы скажете, что вот здесь тоже могут быть волосы, да, я с вами согласна, но часто уже вот эта часть, она уже как-то наверху находится и не прям как-то контактирует с волосами непосредственно. Поэтому обрезаем чуть подальше, чтобы завернуть это все дело кверху. Смотрите, они у меня, можно сказать, наверху уже. Прям сбоку и заканчиваются как раз уже почти вверху украшения. Сейчас я все это дело поджимаю. Очень-очень хорошо поджимаю. Сейчас пока я буду это отслеживать. Я чуть-чуть это подвигаю, потому что мне важно оставить здесь еще такое отверстие, чтобы в него точно невидимка пролезла. Сдвигаю и прижимаю. Почему сдвигаю? Потому что я не стала накладывать сверху вот эти мотки, чтобы не было очень объемно. Вот так все прижимаю. И теперь пальчиком провожу. Если цепляется, жмите дальше, зажимайте, зажимайте, проверяйте, чтобы ничего не торчало и не цеплялось. Поверьте, это очень важно. И видите, вот здесь как бы намотано, да, оно все видно и такое типа массивное. На самом деле вот, ничего не видно, потому что мы просто перевернули петельку боком. Вот эту часть петельки мы можем что-нибудь взять такое тоненькое. Сейчас я возьму такую иглу длинную. И вот так продену, и просто немного так как бы подрастащу это отверстие, чтобы оно закруглилось там. Вот, смотрите, теперь вообще у нас точно все пролезет. Невидимка любая просто, потому что большой промежуток. Но так как я здесь сейчас пошевелила, у меня немножко вылезли опять вот эти остренькие хвостики. И мы их опять зажимаем. Все, ничего не видно, все зажато очень крепко и надежно. И теперь нам остается только расправить нашу веточку, наше украшение. Повторюсь уже не знаю в какой раз. Посмотрите другие мои видео, кто смотрел. Для того сейчас будет повторение. Я так условно называю украшение в 2D и в 3D. Сейчас оно примерно в 2D. Ну, то есть оно такое плоское. Чтобы придать ему объема, мы
немножко подвытягиваем кверху вот эти вот все бусинки. Тем более, что они у нас, видите, сбоку находятся. И в случае, вот, например, как вот здесь, да, листочек просто закрыл бусинку. Зачем нам это надо? Мы же не для этого ее туда крепили. Мы просто подвытягиваем все наверх. И бусинки маленькие у нас над листиками. И они уже у нас точно не скроются. Все это выглядит красиво, объемно. Вот, смотрите, сбоку там. С другой стороны покажу. Вот оно уже. Ну, я не знаю, достаточно ли вам хорошо видно, что оно уже действительно вот все выпирает. Надеюсь, что видно. Здесь еще, смотрите, чуть-чуть вот основание у нас так пошло кривовато. И нам нужно его вот так просто растянуть в разные стороны. Мы его вытягиваем, придаем форму ту, которая нам нужна. Я напомню, что украшение у нас идет вот так. То есть с изгибом. И мы все это дело вытягиваем, чтобы основание было именно той формы, которая нам нужна, потому что проволока очень сильно к этому располагает. Это такой классный инструмент для того, чтобы лепить все, что вы хотите, потому что она гибкая. Это вам не прутья какие-нибудь, которые там согнуть невозможно. Вот, смотрите, можно также по одному листику тоже как-то выгибать, чтобы они были в 3D, условно говоря. И вот что у нас получилось. Вот такая веточка. К ней, конечно же, можно сделать серьги или браслетик. Крепиться она будет вот за это ушко на невидимку, а с этой стороны вот здесь можно продеть невидимку. И все будет классно смотреться и будет хорошо сидеть крепко. Возможно, эта веточка будет где-нибудь в пучке. То есть ее достаточно будет закрепить снизу, почему я и делаю одно ушко. Вот так вот она закрепится, а вот эта часть будет лежать на пучке, и она никуда не соскочит. Поэтому не критично, что здесь нет второго ушка. Вот такой результат у нас получился. Она вот такого размера, на ладони примерно вам покажу. Она небольшая, но довольно-таки объемная. И будет классно смотреться в волосах, я вам покажу на манекене. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам, что у вас получилось, почему вы мне не пишете ничего. Я каждый раз у всех спрашиваю, что у вас получилось, расскажите. И находятся люди, которые пишут мне в Инстаграм. Это очень классно и приятно. Мне очень интересно смотреть на то, что у вас получается, но вы хотя бы комментарии напишите, я хочу понимать, потому что не каждый пойдет в Инстаграм мне фотки кидать. Вот. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях, что же у вас все-таки получается, достаточно ли понятно, я изъясняюсь. Друзья, всем большое спасибо за просмотр. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, вам это ничего не стоит, а я для вас очень старалась. Ну и, конечно же, до новых видео.